Всем привет, меня зовут Лиза, я UX UI дизайнер, в дизайне я уже 3 года. Сегодня я буду проводить доклад на тему глубинное интервью. У меня есть опыт проведения таких интервью на украинском рынке, это мой один из самых любимых типов исследования. Поэтому мне хочется поделиться с вами своими знаниями и своим опытом. И давайте договоримся, если у вас будут возникать вопросы по пути доклада, то выпишите их себе в заметки, чтобы не забыть, и в конце доклада я обязательно с радостью на них отвечу. Итак, сегодня мы с вами поговорим о том, что такое глубинное интервью, зачем его проводить, какие есть этапы проведения, что дальше делать с записями после интервью, и немного расскажу о том, где найти респондентов для интервью. Что же такое глубинное интервью? Начнем с того, кто такой респондент. Респондент– это тот человек, у которого вы берете интервью. А глубинное интервью– это разговор с респондентом один на один, находясь в комфортной, удобной для вас обстановке. Разговор может длиться до 1,5 часа, но не нужно проводить долгие интервью, так как и вы, и респондент можете устать. И если вы понимаете, что разговор будет долгим, то лучше разделить его на 2 сессии в разные дни. Во время разговора вы задаете короткие вопросы респонденту, которые подталкивают человека к открытым, к длинным ответам. Нужно задавать такие вопросы, чтобы респондент рассказал нам историю. Это не должен быть опрос в формате «да» или «нет». Наша задача– вести разговор, направлять респондента, то есть мы здесь больше выступаем в роли слушателя, и 90% времени будет говорить именно сам респондент. Также я очень советую весь разговор записывать на диктофон, чтобы вы могли переслушать несколько раз запись, и ответы респондента точно у вас сохранились. Эта аудиозапись в дальнейшем поможет вам обрабатывать полученные данные, и нужно обязательно заранее предупредить респондента о том, что вы будете записывать этот разговор. Вы должны получить его согласие. Такой вид исследования можно проводить абсолютно всегда, на любом этапе развития продукта и, конечно же, когда у компании или у наших клиентов есть деньги на такое исследование. Мы можем проводить интервью, когда мы еще ничего не знаем, когда мы только начинаем работу над продуктом. А также хорошим решением будет проводить регулярные интервью уже в существующем продукте, чтобы проверять новые гипотезы, которые возникают, так как продукт всегда развивается, и важно оставаться на одной волне с нашими юзерами. Типы интервью бывают структурированное, условно структурированное и неструктурированное. Структурированное интервью– это когда у нас есть ограниченный список вопросов, и мы идем четко по нему, минимально отклоняясь от заготовленного списка. Условно структурированное– в нем есть блоки вопросов, но мы можем задавать респонденту уточняющие вопросы, а также можем пропустить некоторые из вопросов. А неструктурированное интервью, оно имеет больше общую тему беседы, без заготовленных заранее вопросов. Во время своего доклада я буду больше говорить об условно структурированном интервью, так как лично я проводила только такой тип интервью. А как же понять, сколько интервью нужно нам провести? Проводите интервью до тех пор, пока не наступит насыщение. То есть пока вы не поймете на очередном интервью, что вы не получаете уже новых ответов, что эти ответы повторяются от юзера к юзеру, и если говорить о минимальном количестве интервью, то, по моему опыту, нужно провести хотя бы минимум 5 для того, чтобы получить полезные данные. А зачем вообще проводить эти интервью? С помощью этого исследования мы узнаем о разном опыте людей, негативном, позитивном. В ходе разговора мы можем понять, какие боли, страхи, барьеры, потребности и радости есть у нашего юзера. Можно сказать, мы здесь выступаем в роли психолога. Нужно вести разговор аккуратно, так как мы должны подтолкнуть юзера к тому, чтобы он открылся нам, чтобы он рассказал нам о том, что его бесит в том или ином продукте, чтобы он поделился с нами
чтобы он поделился с нами о том, о чем он переживает, когда заказывает доставку цветов своей девушке. Либо чтобы он рассказал нам о своем неудачном заказе доставки еды на дом. Также мы можем определить его мотивацию, то есть для чего он, к примеру, заказывает одежду именно через сайт. То есть мы должны проникнуться его историей, и на основе этого всего мы должны определить паттерны поведения наших юзеров, чтобы в дальнейшем делать наш продукт не для выдуманных персон, а чтобы делать его для реальных людей с разным опытом, который мы сможем учитывать уже для проектирования удобного продукта. Какие есть этапы проведения интервью? Первое. Нужно определить для себя исследовательские вопросы. То есть для того, чтобы получить полезную информацию для решения дизайн-задачи, нам нужно для начала определить, а что нам вообще сейчас мешает выполнить эту задачу, для чего нам нужно провести интервью. Зачастую нам просто не хватает информации о наших пользователях, и мы ничего не знаем о них. А также, скорее всего, у нас есть уже какие-то гипотезы, которые мы получили от клиента, либо которые мы получили в ходе брейнштормов в команде. И эти гипотезы, они требуют проверки, так как если мы их не проверим и не подтвердим, есть большой риск слить много денег в разработку продукта, а в конце, к сожалению, продукт уже не будет решать проблему наших юзеров, и они не будут пользоваться таким продуктом. Вопросы могут быть, типа, кто сейчас пользуется нашим интернет-магазином. То есть не сухая выжимка со статистики, а именно нам нужны люди, которые с реальной историей. И также могут быть такие гипотезы, как нужно добавить такую-то функцию, потому что это сможет ускорить там, путь пользователя, например, во время заказа еды на дом. То есть здесь мы не утверждаем, здесь мы просто предполагаем. Поэтому нам нужно пообщаться с нашими юзерами и понять, насколько конкретная фича будет решать их проблему. Дальше нам нужно понять, а кого же пригласить на интервью. Это могут быть люди, которые уже пользуются нашим продуктом. Это могут быть не наши пользователи, то есть это люди, которые отказались от использования нашего продукта и перешли к конкурентам. И они как раз могут рассказать нам, почему они к ним перешли, что было не так в нашем продукте. Также в роли респондента может выступать заказчик, так как он, скорее всего, варится очень долго в своей нише и сможет много нам чего рассказать. Еще могут быть респондентами эксперты предметной области, к примеру, бухгалтеры, врачи, да даже мы с вами, дизайнеры, да. То есть это представители той или иной предметной области, в которой мы как раз и создаем продукт. И еще в роли респондентов также могут выступать люди, которые тесно связаны с людьми и с нужной нам нишей. То есть, к примеру, это могут быть работники техподдержки продукта, если продукт уже существует. Они как раз очень тесно сталкиваются с болями и барьерами наших пользователей, и они смогут нам очень много рассказать. Или, например, это могут быть продавцы. Они также общаются с юзерами, но только в онлайне. Это нам подойдет в том случае, если у нашего продукта есть оффлайн точка. Если на примере, давайте представим, что мы с вами делаем приложение для заказа еды. Кого же мы ищем? Людей, которые заказывали доставку у конкурентов. Это могут быть, ну, и не только у конкурентов, это могут быть как мужчины, так и женщины, примерно от 16 до 35 лет. Ну, это зависит от того вообще, на какой сегмент продукта, на какой сегмент ориентирован наш продукт. Лучше искать тех людей, у которых были трудности с оформлением доставки еды. Они смогут нам рассказать много ценной информации, чтобы мы понимали, где юзеры могут застревать. И узнав о проблемах, мы можем их с вами предотвратить. Дальше мы идем искать респондентов. Когда мы уже их нашли, нам нужно договориться о встрече, об условиях. Это будет бесплатно или за вознаграждение. Люди намного охотнее пойдут на разговор, когда знают, что за их потраченное время они что-то получат. Это может быть промокод от продукта, например, там, на бесплатную доставку, либо скидка 50 гривен. Да. Также это может быть денежка. Определенной суммы здесь нет, это уже дело каждой компании.
Также мы должны рассказать респонденту вкратце о формате беседы, что это будут открытые вопросы, а также объяснить, для чего нам нужен разговор этот. Но не на языке дизайнеров нужно объяснять, а на том языке, на простом, да, который близок для нашего юзера. И уже дальше мы можем составлять наш гайд. Гайд– это список вопросов, разбитый на блоки. Но мы не должны четко опрашивать респондента по нему, так как мы сейчас говорим вот как раз об условно структурированном. Да? Этот гайд скорее служит опорным списком вопросов, чтобы не держать все в голове. И по моему опыту я начинала с вопросов, которые есть в гайде, а иногда заканчивала такими, о которых я подумать даже не могла. То есть, если вы чувствуете в ходе разговора, что юзер начал двигаться в другую сторону, о которой вы даже не думали, но эта информация для вас будет ценной и интересной, то продолжайте смело копать в ту сторону. Также формат вопроса должен быть построен на «почему». Почему вы заказывали еду в последний раз на определенное время? Также мы должны в основном спрашивать о прошлом опыте. Это очень важно. Зачастую юзер а, мы должны спрашивать юзера о прошлом опыте и редко спрашивать о будущем. Почему? Потому что зачастую юзер думает, что, возможно, ему какая-то функция была бы очень полезна, она бы решала его потребности, но в реальности, возможно, он бы ею не пользовался. Поэтому делайте акцент на опыт в прошлом. Когда в последний раз вы заказывали цветы, с какими трудностями вы сталкивались во время оформления последнего заказа, что вам не понравилось и так далее. По этому пункту я советую вам начинать беседу с юзером, с респондентом, с закрытых вопросов, такие как сколько вам лет, в каком городе живете, и так далее, чтобы юзер немного расслабился и плавно погрузился в беседу. А дальше вы уже можете переходить к открытым вопросам, о которых я говорила уже ранее. А в конце интервью не забывайте спросить вашего респондента, хочет ли он еще что-то добавить, так как иногда юзеры хотят вам о чем-то рассказать, но в вашем вопросе этой темы не было. А его опыт может оказаться очень важным для нас, поэтому не забывайте в конце задавать такой вопрос нашему респонденту. Дальше желательно протестировать гайд на коллеге, либо на своих друзьях, чтобы убедиться, что ваши формулировки понятны для человека и нет вопросов, которые заводят юзера в тупик. Если нужно, то скорректируйте этот гайд. Шестым этапом у нас само проведение интервью. И дальше мы уже после интервью мы должны проанализировать полученные ответы, сделать выводы. Об этом я вам расскажу чуть-чуть позже. И еще нужно зафиксировать полученную информацию, чтобы можно было передать, например, заказчику, либо дизайнеру, который проектирует, а вы занимаетесь только исследованиями. Можно зафиксировать результаты в Figma, можно в Notion, можете в Google Доке. Ну, тут кому как удобно, любой текстовый формат подойдет. Да, и также обязательно сохраните аудиозаписи интервью в отдельную папку. Я их закидываю на Google Диск, чтобы они не потерялись. Что делать с записями после интервью? Нужно для начала вычленить прямые или косвенные ответы на наши вопросы, сгруппировать похожие ответы в паттерны и определить набор типовых точек зрения и паттернов поведения в ответ на каждый исследовательский вопрос. Я делала это таким образом. Открывала FigJam, включала аудиозапись интервью. Параллельно, отдельно в FigJam я размещала вопросы, которые звучали на интервью. Создавала для каждого юзера отдельную свою строку и стикерами просто прикрепляла его ответы, которые получала с аудио. Как раз на этой картинке ниже показан небольшой кусочек моего рабочего файла, только я его заблюрила, чтобы не было видно ответов юзера. То есть в этой строке вот здесь, которая с серыми стикерами, здесь я выносила свои исследовательские вопросы, а ниже выносила ответы юзера. Дальше я составляла карту эмпатии. Она помогает создавать, собирать и визуализировать знания, которые мы с вами получили уже у пользователей. Традиционно такие карты делятся на 4 секции. Что юзер говорит, что он думает, что он делает и что он чувствует.
а пользователь или персона находится у нас посередине. То есть полученные ответы юзеров мы сортируем на 4 категории. Мы можем это делать также в FigJam. Будет как раз удобно перетаскивать те стикеры, которые мы сделали с вами ранее. А карты эмпатии позволяют взглянуть на пользователя в целом и не являются хронологическими или последовательными. Более детально вы сможете ознакомиться с этим процессом по ссылке вот здесь внизу, которую я оставила. Презентацию мы обязательно прикрепим. Дальше. Обычно уже на основе этой карты эмпатии я создаю персоны. Это вымышленное, но реалистичное описание типового или целевого пользователя продукта. Он создан на основе ответов после глубинного интервью, поэтому с такими персонами можно работать. Если создавать персоны если создавать персоны фиктивные, то есть это те, которые у нас созданы на нереальных данных, то есть просто потому, что мы думаем, что знаем наших юзеров. Это неверное решение. Вы никогда не можете знать реальные истинные потребности ваших юзеров, не пообщавшись с ними. И создавая таких фиктивных персон, вы очень рискуете создать продукт с функциями, в которых ваши юзеры не нуждаются вовсе, либо там будет все, кроме того, что реально они ищут в вашем продукте. Персона используется для развития эмпатии, повышения осведомленности и запоминаемости целевых приоритетов функций, то есть какие функции лучше добавлять в наш продукт, и обоснования проектных решений. То есть не просто вот мы сделали персону, мы сможем клиенту также доказать, вот наш пользователь на реальных наших данных, поэтому мы делаем такую функцию, потому что наши пользователи в них нуждаются. И на основе уже этих персон я создаю Customer Journey Map. Это визуализация процесса, через который проходит пользователь для достижения своей цели. К примеру, его цель заказать суши на дом. В своей самой простой форме составления такой карты начинается с составления серии действий пользователя в виде временной шкалы. Там, например, от того, как он подумал заказать суши, потом он идет либо в Google и так далее, и уже заканчивая, когда он уже получил свой заказ. Затем хронология это дополняется мыслями юзера, которые могут возникать по этому пути, и эмоциями юзера. Вот. Это создает некую такую историю. Более подробно вы можете почитать о такой карте тоже вот здесь. Где найти респондентов? Мы можем спросить у заказчика через существующий продукт, например, мы можем попросить техподдержку дать контакты юзеров, у которых были проблемы с продуктом. Можем также найти респондентов через социальные сети, тематические группы. Например, если мы ищем молодых мамочек, то ищем такие группы. Также мы можем заказать рекрутинг в агентстве или в компании, но это уже платный способ. Своих респондентов я находила в основном только в соцсетях. Я писала пост, прикрепляла ссылку на Google форму и выбирала тех людей, которые больше всего подходят для моего интервью. Вот мы и подошли к концу доклада. Я очень благодарна вам за ваше внимание, за ваше время, которое вы провели вместе со мной. И если у вас есть вопросы, то прошу, задавайте их в чате. Я сейчас открою чат. Вот. А также, если вам хотелось бы больше узнать еще глубже о глубинных интервью, так как эта лекция в основном о том, чтобы познакомить вас с этой темой, вот, то дайте знать, обязательно подготовлю для вас новую лекцию. Если что, задавайте вопросы в комментариях, видео будет на ютубе, с радостью буду проверять иногда, отвечать на них, вот. А, Желаю вам хорошей пятницы, хороших выходных, отдохните, скушайте пасочки, вот, все. Спасибо вам очень большое еще раз за внимание, это был мой первый доклад, я очень рада, что вы были со мной, вот, спасибо вам всем и до новых встреч, всем пока.